Муцеры, приветствую, с вами Сэр Холмс. Продолжаю Morrowind, Tamriel Rebuild. В предыдущем эпизоде остановился в очередных доэдрических руинах рядом с Некромом, рядом с полуостровом. Этот скамп мне обещал что-то сделать интересное, поэтому я решаю на ночь остановиться прямо здесь. Знаете, со своим клинком под рукой, чтобы этот скамп ничего не придумал. Не придумал ничего забавного, как говорится. Да, и левел-ап. Неплохо я поднакачал силу воли и силу просто. Да, я думаю, мне больше всего пригодится привлекательность среди этого всего. 49 уровень, с ума сойти. Так, что ж, я до сих пор жив. Скамп. А, для тебя это слишком хорошо, слишком сильно. Хочешь, забирай. Ну ты чё? Ты напал на меня? Ладно. А, он действительно сделал кольцо, только посильнее. Ха! Ничего себе. Вот мне сейчас повезло, что я аргонянин. Никак это в журнале не отражается. База 6-го дома, посвящение в храм. Voice to calm me down. Это как квест, который, да, вернуть голос дяденьке, спятившему немножечко. Так, ну пока я не вижу ничего еще раз. Столько квестов надо... Знаете? Ладно. Все-таки у меня... Главная задача это... А ты мне это дал кольцо, да, сначала? Совершенно бестолковое. Вот сейчас такое, оно поприятнее. Но все еще ничего особенного. Так вот, главная моя... Слово вылетело из головы. В приоритете, в общем, у меня исследование континента. Квесты, они, знаете, даже уже чуть менее что-то приоритетное. Так, я вообще хотел... Волнолом. Какое приключение там было. Хотел тут немного полазить, посмотреть, могу ли я отсюда куда-то пройти. Легитимно явно нет. Окей. Чудеса акробатики немножечко попроявляю. Вот, направляюсь я в Некром сейчас. Напомню. И себе самому, и вам. Как и говорил, есть там одно-два места, парочка, скажем, которые я хотел бы посетить, которые не удосужился посетить в первый свой визит в Некром. Я, наверное, все еще не хочу лезть в катакомбы. Я уверен, что кто-то нападает на меня, да? Гуар? А у меня есть камни душ для тебя? Есть. Чудесно. Да что ж вы меня все прокусываете-то? Вот так. Так, стоп, у меня еще... Может потратить парочку, нет? Вот, уверен, что я еще вернусь в Некром. И посещение катакомб я хотел бы, знаете, проассоциировать с чем-то более важным. Это, по сути, знаете, действительно легитимный путь. Ну, как бы через дикую местность все еще, но тут вполне проходибельно, то есть
Не обязательно делать крюк и приходить в Некром через мост, через парадные ворота. Можно вполне себе пролезть вот через холмы и попасть в Некром через врата грешников. Или врата грешника, если быть уж совсем точным. Теперь могу 440 фунтов таскать. Неплохо. Еще микс гонча. Сколько тут живности-то? Охотникам тут есть чем заняться, да? Вообще довольно приятно здесь. Гробница вижу, но в гробницу я не хочу. Как-то, знаете, за последнее время я явно уже присытился этими гробницами всякими обычными. И пещерами еще скажу. Так, надо бы что-то... Стрелы послабее. Это чтобы Алит мне не мешал на случай, если я захочу полюбоваться окрестностями. Да, вы знаете, я... Опять же, из тех соображений, что наверняка побываю в Некроме еще раз, по меньшей мере. Не буду торопиться в эту... Я хочу повыше залезть куда-нибудь, осмотреться. Не буду торопиться исследовать эту гробницу. Возможно, вот с следующим визитом. Там скелет стоит на входе, страж, как будто бы. Это интересно. Обычно они не вылазят, знаете, на поверхность. Это мне напоминает квест с Миссой Райл. Линейка квестов гильдии магов Старого Эбенгарда. Когда меня послали в пещеру, в которой жил некромант. И у него на входе стоял скелет тоже, вот так, снаружи. Часовой, как будто. Вот еще одна. Ну, знаете, не мудрено, что здесь повсюду гробницы. Те, кто не влез в катакомбы, видимо. Наверное, вернее сказать, не то чтобы не влез. Так, а где здесь вообще ворота-то? Нет ли? Немного заблудился. А, вот они, скорее всего, здесь. Не то чтобы не влез, а, наверное, не захотели по каким-то причинам своих пращуров отправлять в катакомбы. На последний покой. Может быть... соорудить отдельную гробницу в окрестностях Некрома, это более престижным считается. Это, знаете, хороший повод еще тут побродить, попродаваться. Пожалуй, этим я и займусь сейчас. Продам лишнее, что награблено честным трудом в путешествиях. Ну так, продал по мелочи всяких драгоценных камней, там, напитков, свитков. Вот, мне интересно было, что у нас за реликварий Святого Неривара. Но если мы посмотрим на название самого интерьера, это реликварий щита компаньона Святого Неривара. Ну, как бы то ни было, я подумал, что... Учитывая слова Кая о том, что я подхожу под пророчество, мне было бы неплохо изучить лучше, что есть Нериварин. Подожди. Да, Неривар. Что есть Нериварин и что есть Неривар. Ну, тут я вижу просто разное оружие времен войны Первого Совета. Хитиновая, данмирская и... А, это его щит. А тут место для преклонений, да? Я думаю, ты мне можешь рассказать, что к чему тут. Да? Да благословят тебя трое, пилигрим. Ты знаком с историей Аландра Сула? Аландра Сул сражался плечом к плечу со святым Нериваром в битве под Красной горой. Как его... Ну, знаете, это, наверное, можно сказать, как оруженосец.
Он у нас, Данмеров, на особом счету, потому как он... Именно он принес трагические новости о смерти лорда Неривара и о предательстве Дагатура трибуналу. И известно, что он нес его тело из недр горы на его башенном щите, который ты можешь видеть сейчас у нас в святилище. Вот что это за щит. А может, подробнее расскажете что-нибудь? Святой Неривар — это капитан и патрон воинов и советников, наверное. Он объединил данмерские племена в великую нацию, но погиб, ведя Данмеров к победе против злобных двемеров и предательского дома Дагот в битве под Красной Горой. Ну, знаете, если вы со мной вместе читали, точнее, меня слушали, как я читаю Герой Индарил, в принципе, все эти события для нас уже не в новиночку, и мы все знаем уже в деталях их. Дагатур, расскажи. А то я уже подзабывать начал, что там по главному квесту у нас. Дагатур — это злой бессмертный враг храма Трибунала и культа храма Трибунала. Храм удерживает Дагатура и его армии. Там, наверное, небольшой контингент у него все-таки, но это можно считать армиями. В общем, возлагают ответственность на все какие-то беды и все зло, которое он причинил Моровинду, на них возлагает, на Дагатура с его ребятами. А Дагатур проживает в огненных пещерах под Красной горой. И ему служат его родня, которых мы называем пепельными вампирами. И легионы деформированных монстров, мутировавших, да? Корпусных. Страшно. Ну окей, понял. Я, знаете, думал, что это действительно место, посвященное Неривару, но... Тут в центре стоит щит его оруженосца, вот что. Призрачный предел, может. В прошлом призрачный предел был полностью эффективным, но теперь мы слышим все чаще донесения о встречающихся моровых монстрах за наградой. Да, просачиваются, да, через призрачный предел? Что-то уже не так. Призрачные врата. Так. Призрачные врата. Там квартируются ординаторы и Буян Тармигерс. Вот я затрудняюсь даже это вспомнить русскоязычный аналог, что это значит, может, вы подскажете. И у дома Ридаран там хостел для пилигримов. Светлосердечные вот эти вот ребята — это враги или соперники более мрачным ординаторам, которых... ну то есть это какой-то орден, да? Понятно. В принципе, можете не подсказывать, значит. Потом как-нибудь сам с ними встречусь, поговорю, я думаю. Буду в тех краях когда-нибудь. Чё тут слышно у вас? Мне Дим показался, но это я знаю. Это я тоже все уже слышал. Так, в принципе, окей. Ладно, ну, что я хотел сказать, что вообще это место меня привлекало к себе, что Некром, что вот этот реликварий святого Неривара, потому что, вы знаете,
Не только же я один подходил под это пророчество, в принципе. Все, кто ступали на Варденфелл с корабля в Сейданине, может быть и с других мест. Потому как в теории любой может попасть под пророчество, да, знаете, стать подходящим под пророчество человеком, личностью. Вот, но, к сожалению, немногие доходят путь до конца. Наслышан я, например, об одном Эруаиле, высоком эльфе, который как раз где-то в этих краях свой путь и закончил, решив просто его не продолжать. Вот. И не только он, многие другие. Но я думаю, мы с вами дойдем до конца. Это один из наших принципов. Вот, ну, в общем-то, можно потихонечку отсюда выбираться. Но, может быть, кто-то мне еще что-то интересного тут скажет. Меня зовут Енихасид. Я прибыла из племени Уршилаку на Варденфелле. А, так я ж твой друг, значит. Даже в этом месте я чувствую взгляды данмеров из великих домов, следящие за мной. Ну да, у вас разные культуры. Я наслышан. А про Аландра что скажешь? Самые суровые дни пепельной зимы костер Уршилаку частенько согревается рассказами о великом герое Аландрасуле. Священница здесь, она рассказывает историю по-другому, не такой, какой я ее знаю. Так рассказала бы мне, а? Ну, прикольно, что ты прямо с тобой можно про Уршилаку поговорить. Ну, вот, реплик не так, чтобы много, да? А, да, я же еще... Да-да-да, я совсем забыл, что там было уже, сколько это лет прошло. В том числе в лагере Уршилаку я расспрашивал их о беспокоящих меня снах, в которых Тагатур со мной разговаривал. Ну вот, тут тоже про меня, да, знают, еще не забыли. Все любопытствуют по поводу этого чужестранца, который выдает себя за Нереварина. Никто никогда не станет богатым с помощью охоты, но сама по себе это большое удовольствие. Не торопись. Выслеживай свою добычу и удиви ее быстрой тихой стрелой. Нет более великого удовольствия, чем сбить скального наездника единственности. Я понимаю, о чем ты, да. Раньше Моровинд был населен свободными охотниками и пастухами. Гордые племена данмеров. Но с тех пор, как чужестранцы правят нашей землей, данмеры живут в городах и становятся мягкими и покорными, как звери. Вот эти вот скотина в стадах. Да, я понимаю тебя. Разные взгляды, разные отношения к ситуациям. А ты кто? Пилигрим? Пришел на Аландрасула взглянуть, да? А, великий герой нашего народа. Подумать только. Какие-то из этих оружий проливали кровь предательских домов в Великой битве. Да, не говори-ка.
Я что-то внезапно соскучился по Варденфеллу. Ну ничего, ничего, когда-нибудь я до туда дойду. Ладно, это было интересно, познавательно и... Я бы хотел еще зайти, знаете, куда... Давайте еще раз я гляну на карту. Я тут смотрел за кадром. Вот я... Святилище Святого Рилмса. Как-то мне не интересно туда. Это все торговцы, это бараки. Вот здесь я только что был. Здесь у нас квестовая женщина. Это я не понимаю, что. Это меня не привлекает. Как и это. Это все по большей части тут служебные помещения, хостелы и прочее такое. Вот, это, похоже, связаны, опять же, с какими-то... Ну, хоспис, да, и... гиды по пробуждению. Что-то связанное с ритуалами. Не очень интересно, какие. Вот это все. А вот это холл западных войн. Я бы тоже хотел зайти сюда, посмотреть, что тут. Я предчувствую, что это про нордов, что-то там. Про столкновение данмеров с нордами на западе. Ну, возможно, еще с орками. Посмотрим. Ну, конечно же, меня встречают бассейны с костями и со скелетом. Советник Травелса. А как вы поддерживаете это все? Генерал Селендай. Вторая книга ламентаций. Поддерживайте это все в... Чтобы оно не развалилось, в общем. Крагенмур. Битва за Крагенмур. Мы праведно почитаем всех верующих, которые отдали свои жизни, чтобы защитить в общем, наш народ от врагов. И пусть триединые лорды всегда приглядывают за славными предками, защищают нашу землю, нашу родину. Ну, битва под Крагенмуром, ну какая-то тут была. Может, ты расскажешь, что к чему тут? Воины присяжные Великого дома Дресс. О, здесь Дресс, прикольно. Ну, что-то я не вижу с тобой никаких реплик интересных. Вообще, у меня такое ощущение, что здесь не хватает чего-то, каких-то записок, знаете, листовок, в которых бы какая-то справочная информация была. Ну, это, конечно, все здорово и интересно, но это все другое, да? Вот здесь что-то может быть. А, вот. Слушайте, ну давайте зачитаем. Тогда, как обычно, справа вверху у вас появляется подсказочка. Давайте. Ну что ж, мне повезло. Эта книга уже была переведена командой Morrowind Full Rest. И, да, действительно, про этих двух товарищей повествуется в ней. Есть первая книга, она уже общая, тамриэльдатовская. Но тоже не ванильная, соответственно, она еще не переведена. Ну и она встречается чаще, чем эта, которая только здесь и лежит. Вот, когда-нибудь и до нее руки дойдут, я думаю. И последнее, что я хотел проверить, это действительно здесь уже старого солдата нет. Святилище ординаторов. Давай, благословление ординаторов. Это прыткость дозорного, да? Укрепление атаки на 5. Пойдет. Вот, ну и пока что все. Пока что мне от Некрома ничего больше не надо. То есть я ради этого сюда шел, да. Пора двигать в Акамору, я думаю. И на этот раз я точно воспользуюсь Силстрайдером. Да? Или не, или нет? Или пойти куда-нибудь сюда? В Тель-Мусаду может пойти.
Да нет, что-то не хочется. Мне это довольно затянул с этим квестом. Хочется мне с ним в первую очередь разобраться. Вот. А еще к тому же я здесь ни разу не бывал. Как-то пасмурно сегодня. Здесь это у пристани Силстрайдеров. Красиво. Я бы хотел в Акамору. Можно же в Акамору отсюда, да? Добрый день, сэр. Добро пожаловать в город над Некромом. Я Вернис Дретан, твой караванщик. А это мой Силстрайдер. Он может доставить тебя до близлежащих направлений. Или, если ты новичок в городе наверху, возможно, я могу подсказать тебе по поводу местных услуг. Тебе нужен кто-то конкретный или... Да, это... Дядечка предполагаемый как раз для тех, кто в Некром впервые прибыл на Силстрайдере. Что там по направлениям? Так. Сайли на Акамору, да, чудесно. Ну тут, кстати, реплики у него не прописаны. Но это, может, мой баг. Ну, неважно. Погнали, короче, в Акамору. Сейчас тут у нас интересные будут разговоры, я предчувствую, по поводу этого квеста. Вау. Ну, вот это я прибыл ночью. Ничего, я думаю, данмеры наши еще не спят. Загляну, посмотрим, что скажут. Так, по-моему, это где-то вот здесь. Здесь его особняк где-то вот этот, скорее всего. Парис. Это ростовщик здесь. Надо, кстати, продаться тоже будет. Что-то не помню я. Парис. Вот. Индорен, эти же ребята. Так, где тут ваш глава семейства? Вон он. Он в угол сам себя поставил. Здравствуй, здравствуй. Алмулендо. Почему она до сих пор не мертва? Тебе лучше объясниться. Алмулендо передает свои извинения. Передать ему 1000 септимов. Я не хотел золота или извинений. Она обвела тебя вокруг пальца и, возможно, сбежала еще куда-то и сейчас прячется там. Вам, чужестранцам, нельзя доверять. Я должен был додуматься. А еще с тех пор, как ты позволил рабам Серджа Релас и на вас сбежать. Кто ты думаешь, ты такой? Приходишь сюда и позволяешь сбегать рабам и позволяешь убийцам избегать их наказания? Это наша земля. Мы были здесь еще до того, как ваша никчемная гильдия здесь существовала, и во имя троих мы пробудем здесь еще долгое время после того, как вы сгинете. А теперь убирайся. Ну что ж, худшие сценарии происходят у нас здесь. Посмотрим, как отреагирует глава гильдии. Знаете, это даже хуже, чем я предполагал. Но это интересно.
с точки зрения, так сказать, праведности, я сделал все верно. А, ты оставил ее в живых? Я осознаю, что не следовало мне давать тебе второй шанс. Ты разозлил одну из сильнейших семей в городе и ухудшил статус гильдии магов, бойцов в Акаморе. И знаешь что? Твоя милость потрачена на Ленду. А Индарены наймут кого-то еще, чтобы сделать работу, а ты отстранен, подмастерье. А дисмисс это значит, меня вообще исключили? Или понизили? Не, видимо, отстранили от этого дела. А, они говорят, пошлют кого-то еще, чтобы убить ее. Ну ладно. Пусть эта кровь будет на их руках. Но вообще конец света не произошел, это приятно. Давайте глянем, квест у нас закончен этот. Похоже на то. Fighters Guild, оно где-то здесь было. Угу. Окей, ладненько. А еще есть какие-то задания сразу? А, говорит, у меня уже есть, да, новые приказы для тебя, подмастерье. Хоть я и не одобряю то, что ты отпустил рабов, воровел в Синимской шахте, я полагаю, что в этот раз ты сделаешь все как надо. К удивлению, некоторые благородные семьи в Акаморе все еще желают, чтобы мы оказали им услуги. Семья Индарен нас наняла, чтобы мы позаботились об ассасине. Подожди. Не, это какая-то... Какой-то баг. Видимо, новых заданий все-таки нет. То есть она ту же реплику произносит, как если бы этого квеста я не приступал еще к нему. Так. Ну, это мы все слышали. Ну, возможно, я просто завалил ветку квестов гильдии бойцов Акаморы. Ну, в общем-то, не вижу в этом ничего страшного, учитывая, что я сделал все так, как я сам хотел. Если таковы последствия, то пусть таковыми они и будут. Сейчас посмотрим еще, что тут. По репликам. Угу. Ну, она мне не дает никаких новых поручений. Может быть, кто-то из предыдущих работодателей, вот, например, этот дядя скажет что-нибудь. Нет, говорит, Лалалва, поговори с ней. Так, тут вообще немного народу, можно у всех спросить по поводу поручений. Welcome, friend. I feel as though I should know you. Нет. Greetings, honored friend. Кстати, с тобой торговать даже можно. Приятно. Так, ну ладно. Тут, похоже, все уже. С квестами гильдии бойцов завершено, насколько это было возможно.
Вот, и... Мне остается тут попродавать, опять же, всяких штук и подумать, что делать дальше. Сейчас, через минуту, через секунду вернусь. Смотрите, а все не так просто оказалось. Стоило мне выйти из гильдии бойцов, кто-то подошел ко мне и говорит... Я даже не понял, кто это. Это женщина? Вероятно, она. А, это ты, тот человек из гильдии бойцов, кого послали в Некром, чтобы убить неудавшегося ассасина, не так ли? Я слышал о твоем удивительном акте милосердия. Недальновидный, вредящий репутации твоей гильдии? Несомненно так, но... Ты должен знать, что есть те, кто оценил твое решение. Хотя бы даже за его внезапность. Неожиданность. Да, это она. These clothes suit you well. Угу. Думаю, что она имела в виду себя. Так, а что, квест у нас? Он все еще завершен. Интересно. Ну, знаете, это как бы уже награда. Камни Акаморы древние. Уходят далеко. Ходить по ее улицам, это балансировать на хрупкой нити. Слушайте, я ее встречал ранее, она мне показалась странной. Это единственная реплика, которую она говорит, и с ней нельзя ни о чем больше поговорить. А может что-то в гильдии изменилось? Кстати, я могу тут спать еще? Well met, friend. Welcome, friend. Honored I friend. feel as though I should know you. Кстати, потренироваться же можно. Кстати, вот можно клинкам Что там у меня по характеристикам? Сила 88. Длинным клинкам. Так, ну эти все меня любят, ребята, это точно. Так. Да, с тобой я бы потренировался немного. Сколько сейчас времени? 10 вечера. Ну, можно один урок провести, он 2 часа занимает. Вот. Потом Знаете, я тут думал за кадром, что дальше делать. Мне все еще хочется завершить этот квест с пропавшим голосом, то есть отправиться в Тель-Мусаду. Но я решил, что можно это сделать, посетив сначала Данекафел, потом мотнувшись в Тель-Мусаду оттуда, а потом зайти вот сюда, в форт ветреной бабочки, ветреного мотылька, вот это вот все. Там у меня тоже незаконченный квест с должником, помните? Вот. Потом вернуться в Сейлен, вероятно, и оттуда продолжить путь как-то дальше на север. Вот примерно так. Не, вроде тут ничего не поменялось. Да. Вот. Сейчас у нас уже поздненько, поэтому давайте на боковую и, в принципе, закругляться на сегодня. Вот, в следующем эпизоде, перед тем, как отправиться в путь, я еще смотаюсь в Старый Бенгард. По торговцам и немного облегчить свой инвентарь в целом. Что-то выложить в схрон. Давайте пораньше этот день завтрашний начнем, в 6 утра. Вот, а вам спасибо за просмотры, за внимание, за лайки, подписки и так далее. С вами был Сэр Холмс, Morrowind, Tamriel Rebuild. Пока-пока.